Вот о чем я хочу сегодня поговорить. Неважно, какую ролевую игру вы выбрали для своей истории, какую систему, какой сеттинг. Скажем, вы прекрасно знаете свою систему, вы знаете все нюансы правил, вы отлично рулите нюансами своего сеттинга, вы знаете досконально весь его лор, вы пишете разъебнейшую сцену, которая в вашей голове выносит мозги. Вы приходите за стол, отыгрываете эту сцену, и она не заходит. Игрокам понравилось. Сегодня была очень хорошая сессия. Я получила удовольствие. Где визг, крики, взгляд, устремленный в стену с сигаретой? Где вот это все? В вашей голове это должно было как минимум быть лучшим опытом их жизни. Я занимаюсь этим 24 года, и за это время я, очевидно, была в таких ситуациях. Обычно мои игры выглядят вот так. Я делаю это все, знаю свою систему, знаю свои правила, выдрачиваю свой сеттинг, пишу эти сцены. Но играю я не для вот этого, а вот для этого. И это единственное, чего я не могу контролировать. Задумавшись о том, почему у меня не получается иногда в некоторых сценах, в некоторых сценариях заставить их кричать после сессии, я стал искать способы, как взять это под контроль, пробовать инструменты. И о своих находках я хочу вам рассказать. Вот о чем наш сегодняшний разговор. Скажем, вы придумали историю, и у вас в голове есть картинка. Момент, в который вы хотите их привести. Для вас эта картинка глубоко личная. Она напитана вашими эмоциями, она сшита воедино вашим вдохновением. Она пропитана вашим прошлым. Это ваш лор. И прямо сейчас, ребята, он никому не нужен. Для того, чтобы рассказать вашу историю языком ролевой игры, вам нужны, простите, игроки. И не просто какие-нибудь. Вам нужны игроки, которые придут в этот момент с вашими эмоциями. А для того, чтобы это случилось, нужно, чтобы ваш лор стал их личным. Хорошо. Как сделать что-то личным для другого человека? Ответ на этот вопрос очень простой. Вам всего лишь нужно, чтобы ваша история ответила на их личную потребность. Именно таким образом нас вдохновляет творчество других людей. Именно таким образом мы влюбляемся в других людей. Именно таким образом в целом возникают связи между людьми. И я говорю сегодня именно о них, о связях. Да, было бы очень удобно, если бы люди могли просто сказать, что им нужно, какая у них потребность, да? Но, к сожалению, умение говорить о своих потребностях – это навык. Его можно развить, ему можно научиться, но даже те, кто им владеют в совершенстве, в контексте незнакомых людей, игрового стола, ролевой игры, часто стесняются говорить о своих потребностях прямо, потому что это принято воспринимать в нашем обществе как слабость. Поэтому вам приходится прибегать к набору инструментов. На наше счастье, инструменты для того, чтобы познавать чужие потребности и говорить о них, давно придуманы. О них написаны книги, они множество раз обкатаны на практике. И главный подход выглядит вот так. Я взяла на себя смелость заменить последнее слово здесь словом «сцена», потому что мы все-таки говорим про ролевую игру. Но структура выглядит именно так. Чтобы понять свою или чужую потребность, нужно пройти 4 шага. Нужно понаблюдать за этим человеком, посмотреть. На что конкретно? Мы смотрим на эмоции. Нужно увидеть, в какой момент человек проявляет несоразмерно яркие эмоции. Эмоции указывают на чувства. Чувства являются символом скрытой потребности. После этого вы спрашиваете человека, верны ли ваши догадки, предлагая таким образом человеку фреймворк для того, чтобы вести этот разговор в целом. Вы уже проделали часть работы, и человеку уже проще. Ну а потом остается применить это на практике. Если мы говорим про вашу собственную потребность, это означает попросить. Если вы находитесь в моих штанишках и пытаетесь своей сценой попасть в потребности игрока, то вам нужно построить сцену вокруг этой потребности. А на практике как с этим работать? На наше счастье, за каждым решением, за каждым выбором, за каждым поступком любого человека стоит какая-то потребность.
Даже за решением прийти к вам играть стоит какая-то потребность. И она может вас обескуражить, когда вы узнаете ее на самом деле. Потому что, возможно, к вам пришли играть, потому что у вас играет девушка, которая нравится этому человеку. Или потому что вы, не дай бог, известный мастер, и на вас идут как на шоу. Или добавьте свое. Но мы будем говорить о тех потребностях, которые мы можем закрыть. Я убеждена, что для того, чтобы все это сложилось, вам нужно проделать домашнюю работу. До того, как вы пригласите человека к себе играть, вам нужно понаблюдать за вашим потенциальным игроком. Для меня лучше всего работает следующий подход. Нужно прийти гостем на чужую ролевую игру, где этот игрок играет у другого мастера. В этой ситуации вы понаблюдаете за тем, как этот человек играет в разные сцены, на что он реагирует, на что нет, и при этом вы не будете отягощены личными отношениями. Следом вы можете позвать этого игрока к себе гостем, вы можете поиграть вместе у третьего мастера, вы можете посмотреть actual play на YouTube, даже там видно, когда человек оживает, начинает говорить быстро, начинает злиться, начинает нервничать. Ну и в конце концов почитать, что человек пишет про ролевые игры в наших любимых чатах и сообществах. На что нужно смотреть? Еще раз. Когда человек проявляет эмоции, несоразмерные моменту. Мы все проявляем эмоции в той или иной степени. Даже я сейчас говорю эмоционально. Но если человек вдруг в какой-то конкретной ситуации замыкается или, наоборот, раскрывается, начинает нервничать, торопиться, перебивать, забирать себе спотлайт, скорее всего, в этой ситуации скрыта потребность, которую вы можете закрыть своей ролевой игрой и запомнить этому человеку навсегда. Скажем, игрок то и дело инициирует в рамках вашей или чужой игры откровенные сцены. Неуместные. Это неприятная ситуация. Но она говорит о том, что у этого человека есть потребность в том, чтобы выражать свои чувства в безопасной обстановке. А ролевая игра, она располагает, потому что она достаточно безопасна, в ней никто не будет видеть вам лицо, как правило. Или наоборот, игрок все время рвется в бой. Туда, где в некоторых системах лучше, в некоторых системах хуже, прописаны правила взаимодействия. Такому человеку нужен контроль над ситуацией. В боевой сцене он понимает, что ему делать. В социальной он может теряться. Или игрок раз за разом поднимает свою предысторию персонажа. Все время мы все это делаем, но если это происходит с размерными эмоциями, значит, у этого человека просится наружу потребность быть увиденным. Он хочет признания. Он хочет, чтобы его заметили и признали его присутствие. Поэтому наблюдаем, когда человек становится излишне эмоциональным. Думаем, как эта эмоция указывает на его чувство, какое чувство спрятано под этой эмоцией. Чувство указывает нам на потребность. Здесь придется походить кругами, попробовать, поошибаться, попробовать еще, поузнавать, какие чувства бывают, поузнавать, какие потребности скрыты за подобными чувствами. Мы сделали свою домашнюю работу, мы предположили, мы не можем знать, что происходит внутри другого человека, пока не спросим. Привет, помнишь, на прошлой сессии вы играли в сцену, где твоего персонажа раскололи на части и столкнули их друг с другом? И я помню, что ты молчала на фидбэке. Что ты почувствовала? Привет, когда твой персонаж почти умер на прошлой сессии, я заметила, что ты много после этого писала в чат о том, что ты плохой игрок. Что ты почувствовала на самом деле? Давай поговорим, что в этом для тебя спрятано. Это ваш ключик к игроку по самой-самой прямой линии. Окей, наконец вы получили желаемое. Как это использовать в вашей ролевой игре? Как встроить ответ на потребность игрока в вашу сцену? Когда ты узнаешь, что хочет твой близкий человек, а для меня игроки без сомнения близкие люди, мы проводим вместе от 20 до 50 недель подряд. Это безумное количество времени. И вот, вы знаете, что хочется вашему близкому человеку. Первое желание — пойти просто это подарить. Но вы не должны этого делать. Вы не должны становиться воскресным папой. Вы не должны превращать свою игру в подачки. Это ролевая игра. За сладким ваш игрок должен пройти определенный путь. Он должен добраться до нужного ему сам и в конце встретиться с выбором. Либо он признает, что именно это было ему нужно и берет это, либо вы ошиблись, и он выбирает что-то другое, потому что вы все еще можете ошибиться, особенно в чужой голове. Я для этого использую 3 приема. Да, я уже упомянула. Выборы. Я повышаю ставки так, чтобы выбор чего-то значил. За сделанный выбор я даю соразмерные последствия. Последствия определяют ценность выбора. И я использовала формулировку «говорите образами», но до меня придумано прекрасное show don't tell. Завершая этот цикл, показывайте, а не указывайте. Еще раз, потребность присваивается через выбор. И для того, чтобы это показать,
Отвечайте на то, что вы узнали. Игроку нужен контроль? Хорошо. Вот ситуация, в которой судьба всей партии зависит от твоего решения, дорогой. Вперед. Игроку нужна близость? Та же самая ситуация. Только зависеть исход будет не от поступков, а от искренности и открытости. Врешь? Прости, но ты проиграл в эту ролевую игру. Нужна видимость. Это мое самое любимое. Если ваш игрок раз за разом поднимает свою предысторию, лучшее, что вы можете сделать, чтобы ответить на его потребность в признании, возьмите ценности этой предыстории и столкните их с реальностью вашей ролевой игры. Пусть он выберет себя, выберет остаться с собой. Вот тогда это станет признанным в пространстве игры. Последствия определяют честность выбора. В тот момент, когда вы получили ответ на заданный вопрос, вы берете все остальные варианты исхода и отправляете их в мусорку. Не стесняйтесь в этот момент забирать у игроков то, что им важно. В вопросе закрытия потребностей честность важнее хэппи-эндов. Для вас, к сожалению, это означает плохую вещь. Потому что для того, чтобы выбор был выбором, по-настоящему был выбором, вы должны сесть и написать несколько вариантов развития вашей истории заранее, а потом отправить все, кроме одного, в мусорку. Ну и, наконец, образы. Не говорите, что игрок чувствует, показывайте. Показывайте образами, показывайте реакции ваших NPC, показывайте последствиями, которые случились в игровом мире. Итак, мы с вами понаблюдали, что-то узнали о чувствах, определили потребность, придумали, как это встроить в сцену. Давайте поговорим конкретно о том, что такое построить сцену вокруг потребности. Опять же, я использую здесь трехступенчатый подход. Для начала я должна сформулировать, о чем эта сцена для меня, что я вообще делаю, что за историю я рассказываю в этом участке игры. Затем я смотрю на потребности моих игроков и формирую разные пути достижения моего момента на основании этих потребностей. Затем кидаю в игроков выбор. И они либо присваивают то, что я им дала, либо у нас случается еще один мисфайр, и я начинаю этот цикл сначала, пока не попаду. А теперь мы приходим вот сюда. Я буду приводить примеры из своего ангоинга, из «Долгой ночи». Сцена первая. Башня Имрит. О чем эта история? Это история, в которой одна из членов партии получает свою инициацию. Это история женской инициации. Она становится ведьмой того региона, в котором у нас происходит игра. Женщина в красном – ее наставница, ее важная фигура. Имя этой женщины – Имрит. И прежде чем я кину в игроков любой выбор, касающийся Имрит, я должна сделать так, чтобы они влюбились в нее до одури. Что я для этого делаю? Сначала я делаю экспозицию. Я показываю, какая крутая тетя Имрит. И смотрю на реакции моих игроков. Как они на нее отзываются, как они с ней взаимодействуют, как они с ней разговаривают. Через это я понимаю их потребности. Ну а затем классика манипуляции. Для того, чтобы в тебя влюбились, нужно, чтобы о тебе позаботились. В этой сцене Имрит удерживает своим заклинанием защитный периметр вокруг осажденной деревни. И мой смысл, мое авторское высказывание этой сцены — нельзя все тянуть в одиночку. Она привыкла быть самой сильной, она привыкла быть самой ответственной, и, к сожалению, власть в руках женщины делает ее одинокой. И в этой сцене никто даже не знает, что она на грани истощения, и вот-вот ее силы иссякнут, и она погибнет. У меня были разные способы, как построить сцену так, чтобы мои игроки могли ее защитить, они позаботятся. Я могла сделать боевой энкаунтер, я могла сделать социальный энкаунтер вокруг этого всего. Но что мне говорили потребности моих игроков? Еще раз, я им уже показала Имрит, я уже знала, как они на реагируют. У меня 4 игрока. Один из них, его имя Эдке. В этот период нашей игры все, что было нужно Эдке, это чтобы кто-нибудь признал весомость его поступков. Чтобы кто-нибудь сказал: да, Эдке, ты действительно повлиял на то, что случилось. Другому игроку, другому персонажу, когда он увидел властную женщину с реальной силой, он как бы встал в стойку, его маскулинное естество попирают, ему нужно было встать с ней на равных, потому что до этого она все-таки была сверху. Ему нужно было оказаться в ситуации, где она будет от него зависима. Ну, а нашей чудесной племяннице, которой предстояло пройти ту самую инициацию из рук этой женщины, нужно было подтверждение, что тетя действительно ее любит. А для этого она должна была увидеть, что ответная любовь что-то меняет. Как вы понимаете, боевой энкаунтер не работал в этой ситуации. Что я сделала? Я превратила всю эту сцену в метафизическую проекцию чувств самой Имрит. Башня вокруг нее звучит ее голосом.
Враг в центре — это ее собственное одиночество, которое ее пожирает. И игроков я зашвыриваю в эту сцену напрямую в контакт с ее чувствами. Они сражаются с ее отчаянием, с ее одиночеством, с ее усталостью. С помощью проверок навыков, очевидно. И не только. Кош в конце копье метнул. Красиво так. Так вот, исход этой сцены вот какой. Когда я произношу слово «Имрит», 3 человека в этой комнате вздрагивают. Сцена вторая. Гримскалли. Та же самая арка, немного позже. Та же самая Мьорин, племянница. Только теперь речь идет о ее матери. И это Redemption арка. У нас есть очевидный вилан, который терроризирует всю долину. Она поет свою скорбную песнь, и люди страдают. Но партия дала мне понять, что не хочет убивать эту женщину. Ее зовут Навара. Они не хотят решать это оружием. Они хотят ее спасти. А она находится буквально в позиции большого главного гада на вершине зловещей башни, которая поет свою скорбную песнь и погружает всех в ужас. Там были боевые энкаунтеры, до нее нужно было пробиться через ряды миньонов, и вот они возле нее. Но, как вы понимаете, Redemption арки, они плохи тем, что они, как правило, обесценивают смысл происходящего. Моя правда, мое авторское высказывание в этой сцене. Искупление не существует без уплаченной цены. И эту цену всегда платит кто-то другой. Наварра была такой, потому что потеряла свое бессмертие. Ее бессмертие было заточено в пере. Это перо партия нашла. Поэтому в целом весь этот секвенс мог выглядеть так. Мы прорубаемся через ряды врагов, забираемся на Гримскалле, вручаем перо Наваре, финито. Давайте смотреть на потребности. Как мне это построить? Как мне это завернуть? Как мне проложить этот путь? Каким образом мне рассказать эту историю? Я должна исходить из потребностей моих игроков. Что мне говорили игроки своими предыдущими реакциями на всю эту сцену? Это те же самые люди, те же самые персонажи, но теперь у них другие мотивы. Айк, 4-й персонаж нашей партии, инструмент своей патронессы. Машинка по нарезанию душ. В ее, что ты смеешься, правду говорю, адское хранилище. С Наваррой рядом с ней он начинал чувствовать себя ценным сам по себе, не как инструмент, как человек. Мьорин в этот момент жила идеей о том, что каждая сильная женщина в этом обществе обречена стать большим главным злом на вершине зловещей башни. И она хотела разорвать этот порочный круг судьбы, поэтому они шли спасать Навару. Ну, а Кош, все еще сильная маскулинная позиция, он хотел обуздать ведьму. Но она сбрендила с дуру, истерики устраивает, ему нужно было поставить ее на место. Окей, я работаю с этими потребностями, это то, что у меня есть. Как я завернула эту историю? Еще раз, весь секвенс выглядит прямолинейным. Прорубились, поднялись, отдали, финито. Я уже сказала про патронессу. У Айка есть его патронесса, она его использует. Она использовала его и здесь. Она пришла к ним, сыграла с ними в покер, они проиграли перо. В тот момент, когда партия прорубилась через монстров, поднялась на башню, подошла к Наваре, патронесса явила себя и потребовала выбор. И это была та ситуация, которая закончилась плохо. Кош погиб, Айк потерял остатки своей души, зато мы вернули Навару. Мое авторское высказывание: искупление не бывает без цены, и эту цену всегда платит кто-то другой, рассказано ответом на прямой запрос моих игроков. Вот о чем я говорю. Сцена 3, Каэр Деневаль. Здесь все еще проще. У меня в истории есть персонаж, его фамилия Денев. В долине Дневного ветра есть замок, который называется Каэр Деневаль. Это история о том, что Айк Денев надевает корону. Это троп, который должен быть рассказан. Он понятен, но каким образом это должно случиться? И главное, каким королем будет Айк Денев? Вот это мой вопрос. Я начинаю смотреть на потребности. Знаете, что выходит? Все знают с первой сессии, что Айк Денев рано или поздно станет королем. И у всех есть на этот счет свое мнение. Во-первых, сам Айк. Его патронесса пинками заставляет его идти надевать на себя корону, потому что ей нужен властный король. Ей нужно еще больше власти над людьми, для этого она хочет поставить на трон своего ставленника. Айк в это время хочет стать королем сам, без помощи своей патронессы. Он хочет стать единоличным правителем. Мьорин, которая в этот момент уже имеет определенное влияние на Айка, хочет перехитрить его патронессу, заменить ее в этом уравнении, чтобы в тот момент, когда Айк надел корону, его решение ему диктовала не его патронесса, а Мьорин. Кош, которого к тому моменту уже воскресили. Я думаю, вы уже догадались. В смысле, у нас член партии становится королем. Я не буду перед ним преклоняться. Всем им был нужен контроль. Поэтому мне пришлось немножечко поделать той самой работы в мусорку. Я написала 11 версий
развития этой коронации, собрала энкаунтер, в котором было 18 персонажей, 9-ступенчатый скилл челлендж, и всю информацию в этой сцене, в этой коронации, в этом ритуале, в который включал в себя древние проклятия, проблемы с кровью, конкурентов, других акторов, которые хотят получить корону, я подробила на кусочки и раскидала по огромному замку. Неполная информация приводила к неверным решениям. Импульсивность и поспешные решения приводили к плохим последствиям. В итоге ребятам сильно не повезло на кубах, они получили неполную, раздробленную, недостаточную информацию, приняли неверные решения, половина присутствующих погибла, а Айк был коронован в крови как тиран. И вот теперь немножечко о последствиях. Айк Денев – коронованный в крови тиран. Но это все еще игрок, который играет персонажа. Он же может выбирать, как ему играть. Королевство под тираном не может оставаться чистым. И в этом мое авторское высказывание. У меня законно злой персонаж на троне, а значит, у него появляется опричнина, которая немедленно начинает терроризировать королевство. И даже добрые персонажи в партии, когда пытаются совершить добрые поступки, помочь людям, за ними все равно следуют люди в черном, которые показывают, что значит законно злой король на троне. Вот что я делаю. В каждой из этих сцен я держала в голове свою правду. Я слушала, что болит у моих игроков и чего они хотят, и строила сцену, отвечая на их потребности. Хорошо, это все прекрасно. Но во всем этом процессе вы ставите себя под удар. Вы пишете это все. Вы изгибаете свое авторское высказывание так, чтобы оно отвечало на потребности игроков. Как вам сохранить себя? Потому что давайте будем откровенны здесь. Если вы будете забывать о собственной опоре внутри, вы начнете поддаваться, вы станете заложником ожиданий, вы будете заискивать перед игроками, и вас просто сдует их ожиданиями. Ваше авторское высказывание не случится, не будет никакой сцены в Кардиневале. Поэтому вам нужно хорошенько позаботиться о том, чтобы не выгореть в этом процессе. Еще раз, вот это все уже лежит в мусорке. И из того, что я отрезала долгой ночи, можно собрать еще 2. Снова 3 простых способа, как я удерживаю внутреннюю опору. Первое. Всегда знайте, что вы хотите сказать. Я считаю, что у каждого автора, и это делает его автором, есть какая-то его внутренняя правда. Она не имеет отношения к ролевым играм. Это то, во что вы верите как человек. Может быть, вы точно знаете, что любовь — это выбор. Может быть, вы точно знаете, что власть всегда портит. Может быть, вы знаете, что даже поломанные люди могут совершать великие дела. Это ваша правда. Держитесь за нее. Это ваше высказывание. Никогда не забывайте его и не предавайте его. Более того, вы не обязаны его объяснять. Это ядро вашей игры. Все вокруг может быть ответом на потребности ваших игроков. Вот эта правда остается вашим высказыванием. И даже если она остается непонятой, кто-то увидит, кто-то поймет. Не стыдитесь своих вкусов. Это второе. Кто-то любит политическую драму, кто-то любит боди-хоррор, кто-то любит фейт. Это язык, на котором вы говорите. Это язык, который вы понимаете. Это язык, который вы чувствуете телом. Если вы начнете пытаться говорить на другом языке, вы начнете предавать себя, и игроки чувствуют фальшь. Когда вы искренне говорите на том языке, который вам ближе всего, который вам лучше всего знаком, вот тогда это работает. Ну и да, банально, держите свои границы. Игрок не ваш клиент, игрок не ребенок. Вы не обязаны терпеть, когда он начинает семенить ножками и бить вас по лицу. Вы имеете право сказать «стоп». Авторское высказывание важно, попадать в потребности игроков нужно, но не любой ценой. Ну и последнее. Как во всем этом понять, что у вас получилось? Это самое интересное. Когда вы прошли весь этот путь, когда вы через наблюдение осознали чувство, скрытую под ним потребность, поговорили о ней и подвели своего игрока к тому, чтобы он попросил вас об этом, или построили сцену и попали, не будет оваций, не будет аплодисментов, не будет визга, будет тишина. В этот момент ваш игрок будет смотреть не на вас. Он будет смотреть внутрь себя, на что-то, о чем он раньше не имел представления. Это будет ваш лор, который стал его личным. Спасибо. Подписывайтесь на канал, смотрите «Долгую ночь».